Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую маленькую очаровательную салфетку по описанию Патрисии Кристоферсон крючком. Наша коллекция маленьких салфеток по ее описанию пополняется. Посмотрите, какая уже стопка салфеток у нас с вами набралась. Вот еще салфеточки. Я знаю, что многим нравится такие вязать салфетки. Но сегодня будем с вами вязать вот такую салфеточку. Размер ее у меня получился 13,5 сантиметров. Но, конечно же, размер может измениться. Это зависит от выбранной нити, крючка, от плотности вязания. Схема этой салфеточки состоит из 12 рядов. Вязать несложно. Единственное, нужно будет потрудиться над 4-м рядом. Вот эти вот переплетения в серединке. Но также ничего сложного, все подробно в этом видео разберем. Если вам нравится моя работа, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной, пишите комментарии, какое применение таким салфеточкам вы находите и куда используете. Так, давайте рассмотрим ее поближе. Посмотрите, какая она красивая. Очень интересный узор в середине, много рельефных столбиков. По краю провязывать будем попкорны. Также очень украшает эту салфетку. Вязать сегодня я буду из ниток Анна 16 от Siam. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 100 граммах, 530 метров. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю, набираем 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, накид, и в кольцо хвостик мы сразу будем обвязывать. Провязываем 23 столбика с накидом. Итого получится 24 столбика, считая первые 3 воздушные петли подъема. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик с накидом и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. Соединили. Первый ряд у нас готов. Получилось 24 столбика с накидом. Хвостик мы можем отрезать. Мы его обвязали и никуда он не денется. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, в который делали соединение, провязываем 2 столбика без накида, первый и второй. Накид. Вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с накидом, заводим крючок спереди назад и провязываем столбик с накидом, рельефный лицевой. Вокруг следующего, в следующий столбик в вершину провязываем 2 столбика без накида, первый и сюда же второй. Накид. Вокруг следующего заводим крючок спереди назад, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом, в следующий в вершину 2 столбика без накида, 1, сюда же 2. Накид. Вокруг следующего вяжем рельефный лицевой столбик с накидом, в следующий 2 столбика без накида. Так вяжем по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последний рельефный лицевой столбик с накидом и соединяем вершину первого столбика без накида с соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 12 рельефных столбиков и 24 столбика без накида. Вяжем третий ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик без накида,
1 воздушная петля подъема, заводим крючок вокруг следующего рельефного столбика спереди назад и провязываем рельефный лицевой столбик без накида. 5 воздушных арка, 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика и вокруг следующего рельефного лицевого также заводим крючок спереди назад, провязываем рельефный лицевой столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 арочка. Пропускаем 2 столбика и вокруг следующего также провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Так вяжем по рисунку самостоятельно. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний рельефный лицевой столбик без накида, и вместо арки из 5 воздушных для ее формирования мы провяжем 2 воздушные петли и столбик с накидом в вершину первого столбика без накида. Вот так сформировали арочку. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 12 арок из 5 воздушных. Вяжем 4-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, накид, и в эту арку провязываем еще 4 столбика с накидом, итого 5 столбиков. Вот так. Далее делаем 3 накида, 1, 2, 3, и провязываем рельефный столбик с 3 накидами вокруг столбика рельефного лицевого без накида. Вот смотрим внимательно. Вот он последний в предыдущем ряду. Заводим крючок также вот спереди назад. Вытянули и закрываем попарно все накиды на крючке. Накиды укладываем ровненько, чтобы все столбики были одинаковой высоты. Так, сейчас прояснится, куда провязали. Далее снова делаем 3 накида, пропускаем столбик без накида, рельефный лицевой, арку, и вокруг следующего столбика без накида также вставляем крючок вот под сам столбик спереди назад, провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Накид. Теперь в пропущенную арку отворачиваем вот этот наш треугольничек вперед, и позади этого треугольничка вяжем 5 столбиков с накидом. Первый, сюда же в эту арку, второй, третий, четвертый и 5. Снова делаем 3 накида, 1, 2, 3, и теперь провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами вокруг пропущенного столбика без накида поверх последнего рельефного столбика с 3 накидами. Вставили крючок. Провязали. Делаем 3 накида, пропускаем арку, и вокруг следующего столбика также заводим крючок спереди назад. Так, вот этот столбик, провязываем
рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Вот такой треугольничек из 2 столбиков получается. Сейчас мы его отворачиваем вперед и вяжем позади него в пропущенную арку 5 столбиков с накидом. Позади этого треугольничка, уголочка. Второй столбик, третий, четвертый и 5. Так. Снова делаем 3 накида. И теперь вяжем столбик рельефный лицевой с 3 накидами. Вот у нас уголочек, и внизу в серединке его столбик без накида. Мы уже в него провязывали 1 столбик, и снова в него же поверх последнего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Сейчас рассмотрим повнимательнее. Тут такая каша-малаша, конечно, но сейчас рисунок прорисуется у нас. 3 накида, пропускаем арку, вот у нас свободная арка, и столбик после нее сразу вяжем еще 1 столбик с 3 накидами, рельефный лицевой. В пропущенную арку позади уголочка вяжем 5 столбиков с накидом. Здесь такие косы мы с вами плетем. Очень такая кропотливая работа, но сейчас все прояснится, и рисунок раскроется. Первый столбик вяжем поверх предыдущего, новый столбик вяжем влево через 1 столбик, и вот так перехлёсты тудым-сюдым делаем. Вот такие соты. Снова делаем 3 накида. Вот у нас треугольничек, и под ним столбик без накида. В него провязываем столбик с 3 накидами, рельефный лицевой. В него уже провязывали 1 столбик, и вот второй делаем. Провязали, и снова делаем 3 накида, арку пропускаем. Вот у нас свободная арочка. После этой арки сразу столбик, вот вокруг него столбик без накида, провязываем еще 1 столбик с 3 накидами, рельефный лицевой. В свободную арку теперь 5 столбиков с накидом позади, работаем позади треугольничка, уголочка. Это самый сложный ряд, потом будет намного все проще. Все, провязали 5 столбиков, и снова вяжем столбик с 3 накидами. Все, продолжаем вязать по рисунку, подойдем к концу ряда и вместе провяжем последний столбик. Нам нужно его будет подлезть и провязать под низ первого столбика. Давайте дойдем до конца ряда, встретимся и закончим вместе. Подходим к концу ряда, нам осталось провязать последний столбик с 3 накидами, и нам нужно его выполнить, чтобы он находился вот под этим столбиком. Вставляем крючок под него и столбик без накида. И вот этот столбик мы как бы перекидываем, потом мы его поправим и поставим на место. Подхватываем рабочую нить. Так, вот плотненько укладываем все накиды на крючке. Закрываем попарно. Вот такой последний треугольничек, и вот вторая ножка его должна у нас быть под вот этим столбиком, чтобы все у нас лежало ровненько и смотрело в одну сторону. Так, и теперь делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Сложный ряд, но мы с вами справились. Дальше будет все намного проще. 4-й ряд у нас готов. Получилось 60 столбиков с накидом и 24 рельефных столбика.
Вот 12 таких треугольничков. Вяжем 5 ряд, 1 воздушная петля подъема, и в этот же столбик, куда делали соединение, провязываем столбик без накида. И в следующие 4 столбика по столбику без накида. Провязали 5 столбиков. Далее пропускаем 2 рельефных столбика и в следующие 5 столбиков с накидом провязываем по столбику без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Пропускаем 2 рельефных и в следующие 5 вяжем по столбику без накида. Так вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. И у нас получится 60 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Итак, провязали последние 5 столбиков без накида и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. 5 ряд у нас готов. Вяжем 6 ряд, 1 воздушная петля подъема и в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. В следующий столбик вяжем столбик без накида, а в следующий, он у нас третий, средний, на вот этой пятерке провязываем 3 столбика. Первый, сюда же второй и третий. В одну петлю. В следующие 4 столбика по одному, 1, в следующий 2, в следующий 3, в следующий 4, а в средний вяжем вот на этой пятерке 3 столбика. Здесь прибавочка. В следующие 4 по одному, дальше прибавочка, 3 столбика. Так вяжем по кругу и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последнюю прибавку 3 столбика, в оставшиеся 2 столбика по одному столбику без накида и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 6 ряд у нас готов. У нас получилось 84 столбика без накида. Вяжем 7 ряд, 1 воздушная петля подъема и в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Теперь в следующие 2 столбика по столбику без накида, а в следующий, он у нас средний, вот на этой тройке, где прибавки, провязываем также прибавочку из 3 столбика. Первый, сюда же второй и третий. Далее в следующие 6 столбиков по одному, 2, 3, 4, 5, 6, а в средней на прибавке 3 столбика. Первый, второй и третий прибавочка. Далее 6 столбиков, прибавка. Так вяжем по кругу. Подошли к концу ряда, провязали последнюю прибавочку, после нее 3 столбика и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 7 ряд у нас готов. У нас получилось 108 столбиков без накида. Вяжем 8 ряд, делаем соединительный столбик в следующий, второй соединительный в следующий столбик,
третий и четвертый. Поднялись к уголочку и вяжем воздушную петлю и начальный столбик без накида в этот же столбик. Вот так. Далее 7 воздушных, арочка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующий, он у нас средний на тройке, где у нас прибавочка, столбик без накида. Снова 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующий столбик без накида. Вот такие арки из 7 воздушных. Все, вяжем по кругу. У нас получится 12 арок из 7 воздушных петель. Подходим к концу ряда. Провязали последнюю арку из 7 воздушных и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика без накида. 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И в эту арку провязываем еще 10 столбиков с накидом. Итого получится 11 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Седьмой, 8, 9, 10 и 11. Переходим к следующей арке и в нее также провязываем 11 столбиков с накидом. Так вяжем по кругу в каждую арку по 11 столбиков с накидом. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 11 столбиков в арку и соединяем вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю с соединительной петлей. 9 ряд у нас готов. У нас получилось 132 столбика с накидом. Вяжем 10 ряд, делаем одну воздушную петлю подъема и вокруг этого же столбика провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. Заводим крючок сзади наперед вокруг этого столбика, вытянули ниточку, провязали столбик без накида, рельефный изнаночный. 2 воздушные петли арка, 1, 2. Второй столбик пропускаем на группе из 11 и вокруг третьего также крючок заводим сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. 2 воздушные петли арочка, 4 столбик пропускаем, вокруг 5-го вяжем рельефный изнаночный столбик без накида. 2 воздушные, 6 пропускаем, вокруг следующего 7-го провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. 2 воздушные, следующий пропускаем, вокруг 9-го рельефный изнаночный столбик без накида, 2 воздушные, 10 пропускаем и вокруг последнего 11-го также провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 арок из 2 воздушных петель. Переходим к следующей группе из 11 столбиков. Здесь мы арку не провязываем и вокруг первого столбика также вяжем рельефный изнаночный столбик без накида. И далее идут 5 арок из 2 воздушных
Вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 2 воздушных и соединяем в начальный столбик без накида соединительной петлей. 10 ряд у нас готов. У нас получилось 60 арок из 2 воздушных. Вяжем 11 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 2 воздушных. 3 воздушные, 1, 2, 3. Это первый столбик с накидом для попкорна. И в эту же арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Итого 4 столбика. Придерживаем пальчиком, вынимаем крючок и вставляем крючок в вершину начального столбика. Подхватываем петлю и вытягиваем. Выполнили начальный попкорн из 4 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арочка, накид. В следующую арку также провязываем попкорн из 4 столбиков с накидом. Первый столбик, сюда же в эту арку второй столбик с накидом, третий и четвертый. Вынимаем крючок, вставляем в вершину первого столбика, подхватываем петлю и протягиваем через вершину первого столбика. Вот так. Затянули. Второй попкорн готов. 3 воздушные петли. В следующую арку вяжем также попкорн из 4 столбиков. Три воздушные. В четвертую арку 3 воздушные и в пятую арку. Давайте 2 попкорна провяжем и встретимся. Итак, провязали всего 5 попкорнов вот на этом фрагменте. Переходим к следующему фрагменту. И здесь мы после 5-го попкорна арку не провязываем и начинаем сразу вязать первый попкорн вот на этой арке. В следующую арочку вяжем также 4 столбика и соединяем в попкорн. Вот между 5-м и 6-м попкорном арку мы не провязываем. Также вяжем попкорны, 5 штук у нас здесь будет, и между ними арки из 3 воздушных петель. Переходим к следующему фрагменту, и между ними арки мы не провязываем. Итого у нас получится 48 арок. На каждом фрагменте по 4, 12 фрагментов, 48 арочек. Давайте довяжем этот ряд самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали последний попкорн. И теперь делаем соединительный столбик в вершину начального попкорна. Соединили. 11 ряд у нас готов. У нас получилось 60 попкорнов и 48 арок из 3 воздушных петель. Вяжем последний 12 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 3 воздушных. 1 воздушная петля. И в эту арку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида в эту же арку. Вот такая петелечка из 3 воздушных. Переходим к следующей арке из 3 воздушных, и в нее также провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида второй сюда же в эту арку. В следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные,
столбик без накида. Так вяжем по кругу. В каждую арку провязываем вот такую комбинацию: столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида. Так вяжем по кругу, подходим к концу ряда и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Делаем закрепку, отрезаем нить, прячем хвостик и ставим нашу салфеточку на блокировку. Давайте доведем эту работу до конца самостоятельно. Встретимся и посмотрим, что же у нас получилось. Ну вот, наша салфеточка высохла. Я только сейчас сняла ее с блокировки. Посмотрите, какая красавица у нас с вами получилась. Очень нарядная, интересная. Вязать ее несложно. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такую маленькую очаровательную салфетку крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!